Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня у нас, как вы видите, в главной роли это гордость. Это действительно гордость. Царица Каспийского моря, белуга. Сегодня будем делать из этой роскошной, красивой рыбы такой же роскошный и вкусный шашлык. Начинаем, естественно, с разделки. Опа! Смотрите, какая красавица. Чудо, не рыба. Вот красавица и все. Вот. По-другому не назовешь. И это куда у нас пойдет, друзья, вы все догадываетесь. Это через пару недель я приготовлю вам шикарную уху, друзья. Вот она сюда. Сейчас срежем ненужные нам места, то есть плавник задний. И вот это на осетрине, это особая такая вещь. Они называются жучки. Жучки или жучки, честно, точно не знаю, как произносится. Это, знаете что, это вроде бы как рудимент от чешуи. Это нам тоже не нужно, потому что это очень-очень твердая часть кожи. Она нам, естественно, не нужна. Значит, срезаем и стараемся, конечно, меньше оттяпать с этим вместе мясо. То есть идем вот так по форме. Повторяем, как говорится, форму этих жучек. Ну и это у нас не мусор. Это все на наваристый бульон. Теперь боковую. Вот эту полосу с жучками. Это тот случай, друзья, когда нож должен быть максимально острым. Друзья, сейчас у нас ответственный момент. Мы должны из нашей рыбки вытащить хорду. Ее еще называют на русском визига. Такое вот название. Существует такой миф, что эта хорда, визига, она ядовитая. Но это неправда. Из этой визиги, из этой хорды даже готовят какие-то блюда. То есть в кулинарии она применяется. Вот пошла, друзья, смотрите. Смотрите, как это интересно. Друзья, представляете, какой он длины. Почему-то он в 1,5 раза длиннее самой рыбы. Я не знаю почему. Так, срежем ненужные нам пленочки. И здесь еще прекрасный жир есть. Друзья, посмотрите, какие здесь такие шматки прямо жира. Мы это с вами будем использовать в следующем блюде. Не скажу в каком, но это нам пригодится. Вот так мы это срежем. Сейчас нам это не нужно.
белушки тебе. Теперь, друзья, нашу рыбу надо располовинить. Вот так идем прямо вот по этой трубе, в которой у нас была визига, хорда. Идем прямо по центру. Вот так, друзья. Две половинки. Значит, срезаем вот эту трубу хрящевую, в которой у нас была хорда. Она нам тоже ни к чему. Максимально избавляемся от хрящей. Все, друзья, мы дошли до самой приятной части. Сейчас мы вот эту нашу рыбку, вернее половинку от рыбы, будем нарезать такими слайсами, хорошими, добрыми кусочками на шашлык. Друзья, вот толщина. Сантиметра 3. Идеально. Друзья, вот так нарезали красивую рыбку. Сейчас мы ее слегка замаринуем. Слегка. Значит, что у нас идет? Растительное масло. Нейтральное. Без ярко выраженного вкуса, как я уже говорил. И разбавленная томатная паста. Разбавленная водой. Тоже немного, не переусердствуем. Черный перец. Король всех приправ. Ну и, конечно же, соль. Теперь, друзья, вот так нежно, плавно все перемешаем. Значит, в случае с осетриной, то есть чистой осетриной, не с белугой, томат и масло не обязательно и даже просто не нужны. А вот в случае в белуге, друзья, для чего это нужно? Белуга у нас хоть рыба и вкусная, но она все-таки чуть-чуть мясо посуше, чем у самой осетрины. И за это вот этим самым мы создаем такую как бы пленочку. Так, эффект фольги, да, что-то если. То есть влага у нас остается, влага, весь жир останется больше его в самом мясе, в самой плоти. Все, друзья, оставляем вот в таком состоянии минут на 15. Это даже маринадом сложно назвать. Просто пусть впитает в себя вот эти все дела. Масло, томат, соль, перец и все.
Конечно же, помидоры, друзья. Без них никуда. И у нас сегодня вот такие огромные, длинные, острые перцы. По закону жанра сначала овощи. А для рыбки чуть-чуть рано. Еще минут 5 подождем. Все, друзья, поехали. Рыбка пошла. Друзья, аромат, ну это что-то просто невероятное. Сказать, что это вкусно пахнет, это ничего не сказать. А как это выглядит, вы уже сами наблюдайте и оценивайте. Друзья, рыбка у нас готова. Передерживать ее просто преступно. Поехали. Вуаля, друзья. Стол накрыт, а накрыт он главным образом, друзья, ради приятного случая. Сегодня у меня в гостях мой друг из Беларуси, Игорь Рубан. Знакомьтесь. Доброго дня. И мой старый бакинский друг Санам. Все. Самый длинный такой кусок, друзья. Вот так.
Друзья, сегодня у меня такой приятный день. Приехал мой друг с Беларуси, Игорь. Вот мой старый друг здесь тоже присутствует. День такой не совсем обыденный, очень приятный. Такое блюдо, я считаю, красиво получилось. Я думаю, самое главное, чтобы всем понравилось. Сейчас мы будем пробовать, соответственно, вам говорить, что у нас вышло. Ну, в общем, хочу своей радостью, как говорится, с вами поделиться, друзья. Чтобы нас всегда окружали хорошие люди. Выпьем за всех наших хороших друзей. Игорь, будь здоров. Здорово. Будь здоров. Будьте здоровы. Друзья, а это, знаете, это наршарап, но это домашний. Это не то, что продается в магазинах. Помидорку, перец положите сам. Перец. И острый перчик такой. Друзья, конечно же, очень вкусно. Это рыба вообще осетровая. Это царь нашего моря, да, это, не знаю, это король. Вкуснее что-то придумать, найти просто сложно. Действительно очень вкусная еда, конечно же, не повседневная. Такое. Даже мы, будучи, как жителями прибрежной зоны Каспия, мы себе это не можем позволить очень часто. Иногда по особым событиям можно себя побаловать. Вот эти маленькие, которые ближе к краю, да, не знаю, вообще очень вкусные, сочные. Ну что хочу сказать, во-первых, О, очень, да, мы очень уместно. задержались. Да. Во-первых, большое спасибо, Рауф. Ты вернул меня на 34 года назад, когда я впервые попробовал шашлык из осетрины в Азербайджане. Это прекрасное ощущение. Больше я могу сказать, что он получился намного лучше, чем тогда. Наверное, это потому, что мы собираемся не часто вместе, но дарим друг другу те самые эмоции, а через еду эти эмоции еще увеличиваются. Да. Так что то, что ты делаешь, я желаю тебе быстрее вместе с подписчиками достичь 100-тысячного рубежа и развивать свое прекрасное искусство общения с людьми через еду. Спасибо большое. Спасибо, дорогой. Спасибо. Такие особые дни и готовятся немножко по-другому. Где-то чуть больше волнения, чуть больше эмоций и, наверное, чуть больше вкуса получается. Так что вот так. Спасибо большое. Еще раз. Будьте здоровы. Друзья, вот на этой вкусной, вот честное слово, очень вкусной ноте, как говорится, хотим наше видео подытожить, попрощаться с вами. Но попрощаемся с вами ненадолго. Как вы видели, у меня белуги это и много еще. Так что еще предстоит как минимум пару блюд из этой белуги приготовить. Так что следите за каналом, смотрите нас. Спасибо большое. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания.